Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодняшнее видео будет про вот такую вот беспроводную тангенту, Bluetooth тангенту от компании Abri. Вот такая коробочка небольшая. Больше ничего здесь, никакой информации нету. Эта тангента, она была заказана для рации Quansheng UV-K5-8 или она же UV-K6. Продавец на своей страничке акцентирует внимание, что именно эта тангента, Bluetooth тангента подходит для этой рации, так как вроде бы до этого первые тангенты не подходили или были с ними проблемы какие-то при подключении к радиостанции. Но здесь уже вроде как все хорошо. Приходит, да, вот в такой коробочке вот такой ложемент. Здесь в комплекте инструкция небольшая на английском языке и на китайском, соответственно. Здесь в пакетике кабель Type-A, Type-C, передающий модуль, Bluetooth модуль с разъемом, соответственно, Type-C, клипса, которая застегивается, металлическая, это основание пластиковое. Точнее, сама клипса пластиковая, основание металлическое. Вот. Ну, основа хорошая. И, конечно же, сама тангента. Вот такая вот сама тангента. В этой тангенте есть место под клипсу, клавиша PTT, 4 клавиши: включение, громкость плюс, громкость минус и функциональная клавиша. Также есть индикатор, индикатор приема передачи, также индикатор зарядки самой тангенты. Тангента имеет встроенный аккумулятор, так же как и передающий модуль. Вот. И тот заряжается через кабель с разъем Type-C. Здесь с этой стороны имеется заглушка, выход под внешний наушник, точнее внешний динамик, наушник это может быть там, ну, в общем, внешняя гарнитура. И нижний разъем для зарядки, именно разъем Type-C. Вот так она выглядит сблизи. По габаритам данной тангенты она имеет следующие габариты. По максимальной стороне почти 62 мм. По максимальной высоте с учетом заглушки почти 81 мм. И толщина по максимальная толщина по максимальной стороне почти 32 мм. Передающий модуль 24,2 мм по ширине, по высоте практически 37 мм. И по, если с учетом разъемов, 37 мм. Если без учета разъема, где-то миллиметров вот 15,2, грубо говоря.
Испытывать будем на двух радиостанциях Quansheng. В одну радиостанцию мы вставляем передающий модуль и включаем радиостанцию. Соответственно, включаем передающий модуль. Нажали, подержали. Включился. И точно так же нажимаем красную кнопочку Connected. То есть коннектится очень просто, очень быстро. При первом подключении чуть-чуть дольше по времени коннект происходит, соединение. В последующем вы видите очень быстро. Кнопку нажал, подержал, кнопку нажал, подержал. То есть при нажатии клавиши передачи загорается передача. То есть происходит передача. Точно так же и можно от обычной кнопочки радиостанции нажать передачу, либо от клавиши Bluetooth тангенты. Так, что касаемо инструкции. Так, вкратце, самый основной пункт здесь это первый Power On-Off, включение-выключение. Второе, громкость. Так, ну тут понятно, плюс-минус. И вот четвертая клавиша PTT Bottom. И вот здесь вот такой вот интересный перечень. Сейчас мы будем его испытывать. Короткое нажатие, длинное нажатие, дабл-клик, трипл-клик. То есть насколько оно работает. Сейчас проверим. Так, есть радиостанция, есть тангента Bluetooth. Нажимаем, работает, проверяем. Идет передача. Видите, да? Один, два, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. То есть небольшая задержка. Ну, то такое дело. Так, ну и теперь попробуем. Максимальная громкость установлена. Так. Короткое нажатие, передача. Есть такое. Длинное нажатие, вызов там какой-то. Сейчас попробуем, нажмем длинное нажатие. Ничего я не вижу, что происходило. Светится зеленая клавиша и потухла. Один, два, 1, 2. Нет, ничего не происходит. Так. Дабл-клик. Угу. Точно так же включилась передача. Дабл-клик выключает ее. Так, трипл. Хорошо, трипл. 1, 2, 3. Точно так же включила просто постоянную передачу. Здесь получается, я так понимаю, если включить радио, можно слушать через данную тангенту от радио. Вот, можно уменьшить звук, то соответственно. Нажал, долго подержал. Ничего не происходит. 2 раза нажимаю, ничего не происходит. 3 раза нажимаю, ничего не происходит. Просто играет музыка. Вызов нажимаю, естественно, переключается на передачу. Так что можно, в принципе, слушать радио через данную Bluetooth тангенту, соответственно. То есть почему бы и нет. Но тут почему-то указано именно фон вызов, фон именно как фон, то есть как телефон.
Может быть, еще там у нее какой-то функционал, именно не с данной радиостанцией. Потому что именно с рацией вот в конце просто написано short press to active PTT function. То есть, соответственно. Поэтому и точно так же короткое нажатие, соответственно, выключает. Поэтому могу подвести итог, что в инструкции то, что написано долгое нажатие, двойное нажатие, тройное нажатие, не соответствует, скажем так, реальности, и я не увидел работу данной тангенты именно вот этого функционала. Единственное, что я могу сказать, это вот короткое нажатие клавиши P включает просто постоянную передачу, и короткое нажатие ее отключает. Вот. Ну, либо обычное вот включил, говоришь, отпустил, перестает передача. Так что это то, что касается данной кнопки P. Вот. В инструкции она указана здесь как MFB. Так, ладно, радиостанции. Соответственно, уменьшение громкости. Вот он. Все, когда происходит такой звук, это минимально. И максимально тоже до определенного звука. Все, максимальный звук. Соотношение радиостанции и тангенты. Теперь сделаем небольшой тест, насколько мне сейчас позволит пределы моей жилплощади. Я отнесу сейчас одну из радиостанций, вот данную с Bluetooth модулем, через всю квартиру. Поставлю ее в противоположной части квартиры за несколькими стенами бетонными. И буду нажимать клавишу PTT на Bluetooth тангенте. И посмотрим, как будет принимать данная радиостанция, настроенная на частоту 433-250. Итак, радиостанция, к которой подключена Bluetooth передающая гарнитура, точнее модуль, Bluetooth модуль, тангента Bluetooth у меня в руках. Рация находится за несколькими бетонными стенами примерно метров 10. Это по диагонали всей квартиры. Ну, давайте попробуем нажать передачу. Идет прием. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, как вы увидели, нормальный прием. То есть, довольно-таки хороший радиус действия у Bluetooth тангенты. То есть, если вы находитесь в квартире, вы можете поставить радиостанцию в определенном месте. И вам вполне будет комфортно ходить, перемещаться по квартире или по дому и работать через вот эту Bluetooth тангенту. Теперь попробуем точно так же передавать через радиостанцию и принимать на тангенту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть могу констатировать, что передача с тангенты происходит немножко получше. Прием на тангенту, ну, тоже происходит довольно-таки хорошо. Модуляция вы сами слышали какая. Ну, если брать ее с учетом акций и скидки на Алиэкспрессе, она обошлась со скидкой в $16. То я думаю, в принципе, если кому необходима мобильность в плане перемещения по какому-то объекту, вот, или по
квартире там или дому, то в принципе неплохой вариант довольно-таки, который работает и выполняет свою функцию. Как в процессе дальше он будет работать, не могу сказать, пока нет такого опыта, но тем не менее. Вот такая тангенточка. Она очень легкая. Клавиши подсвечиваются. Клавиши зеленым плюс-минус и функциональная клавиша. Клавиша включения-выключения красным и многоцветный стоит светодиод, который в рабочем режиме, когда она подключена к радиостанции, бледненько моргает синим светом. Видно, да? Вот. При зарядке она светится красным. То есть многофункциональный, скажем так, светодиод, который отображает функционал данной тангенты. Так, и еще раз смотрим на радиостанцию, а я передаю через тангенту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть присутствует небольшое эхо. Вот. Ну, я так думаю, из-за того, что все-таки находится все это в одной квартире. А так у меня, у товарища такая тангента. Он тоже недавно приобрел ее. Очень удобно, особенно вот в поездке на велосипеде. Или так, чтобы не доставать радиостанцию или проводную тангенту не подключать. Потому что все-таки провод, какой бы ни был скрученный и пружинистый, тем не менее все равно он жесткий. Поэтому хорошая альтернатива за относительно небольшие деньги. Опять-таки напомню, если покупать ее по акции. Потому что без акции, ну, скажем так, дороговато она стоит. Практически почти там на треть дороже, где-то в районе $22. Вот, так что вот такой коротенький обзорчик про тангенту. На этом все, дорогие друзья. Всем удачи, мирного неба. Всем пока.